Это состояние, которое не пожелаешь никому. К сожалению, это происходит часто и многими из нас. Это инсульт. Инсульт входит в топ-3 причин смертности во всем мире. Но главное наше оружие против инсульта – это знание. Знание, которое предотвратит или может распознать инсульт в разном признаке, может нам очень здорово помочь. В этом видео я расскажу вам, какие признаки нам подает организм при наступающем инсульте, а также как заблаговременно определить признаки. И главное, какие ключевые шаги необходимо сделать, если у человека происходит инсульт. Так что смотрите видео до конца, информация будет очень полезная. Кстати, обязательно подпишитесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, которое провоцирует очаговые поражения центральной нервной системы и сосудов. А нашему мозгу нужен постоянный приток кислорода, потому что без нее будут погибать клетки головного мозга. Появляется все это вследствие заболевания сосудов, то есть в какой-то нашей широкой артерии возможно образовался тромб. После он перешел в головной мозг в более узкую артерию. Вследствие перехода из широкой артерии в узкий он мог образовать закупорок. Вследствие целый участок нашего мозга теряет снабжение кровью. Но все мы знаем, инсульт не происходит само по себе. У него всегда есть причины, а причина таится здесь. На протяжении времени, что мы живем, заболевание сосудов накапливается и развивается. И вследствие в какой-то момент случается необратимое. Конечно же, ранее были симптомы, но мы на них не обращали внимания. Бывает даже такая вещь, как микроинсульт. Зачастую даже микроинсульт остается незамеченным. Это когда мы почувствовали себя плохо, не воспринимая все всерьез, мы идем полежать. Через некоторое время все проходит, и мы дальше идем по своим делам. И даже забываем про этот случай. Мы можем так жить дальше, а микроинсульт был для нас первым сигналом. Если не обращать внимания на эти сигналы, впоследствии может произойти уже полноценный инсульт. Итак, сперва я расскажу вам про ранние сигналы, которые могут говорить о приближающемся инсульте, а потом о сигналах самого инсульта, то есть как все это явно выражается. Итак, первый сигнал, который может выражаться симптомом будущего инсульта, это онемение конечностей. Буквально вы чувствуете, что кисти рук или ног немеют чаще, чем это происходило раньше. Далее это ухудшение внимания и памяти. Если вы начали замечать, что часто стали забывать и у вас слабая концентрация мыслей. Хотя ранее были случаи, в принципе это нормально. Но допустим, вы начали замечать это гораздо чаще. Еще, если появился шум в ушах, который не проходит, который ранее его не было. Если у вас происходит изменение в речи, это когда при разговоре вы не можете выговорить некоторые слова. А раньше такого тоже не было. Также знаком может быть и ухудшение зрения, либо слуха. Довольно показательным сигналом может быть и обморок в раз в неделю. Если в норме этого не происходило, это тоже знак. Ну и конечно же постоянное головокружение. Так что если из вышесказанных симптомов начинается проявляться 2 и более раз в неделю и продолжается это в течение 2 месяцев, то это является реальным предвестником наступающего инсульта. И здесь нам нужно сразу сделать анализ на 2 компонента. Первое. Являетесь ли вы гипертоником? То есть знаете ли вы свое артериальное давление? Оно должно быть не выше, чем 140/90, потому что 140/90 это уже гипертония. Идеально это 120/80. И вторая вещь, которую необходимо знать, это если у вас атеросклероз. Самый прямой способ проверить, если у вас атеросклероз, это сдать кровь на холестерин. Сделайте УЗИ сосудов шеи, потому что сонная артерия так удобно расположена, что через УЗИ можно увидеть, какой у нее просвет и состояние. И если сонная артерия забита холестериновыми бляшками, то с очень высокой вероятностью можно сказать, что и все остальные артерии тоже забиты холестериновыми бляшками. Здесь срочно нужно бить тревогу. Надо идти к врачу на обследование, чтобы вам назначили курс лечения. Мы с вами поговорили о сигналах инсульта и что в случае нам делать. Теперь поговорим о том, что происходит во время инсульта, прямо перед его началом.
Симптомы похожие, но особенность в том, что здесь оно выражается более резким. Это резкая головная боль, резкое ухудшение зрения. Возможно, есть вероятность ослепнуть на один глаз. Или может появиться синдром туннельного зрения, когда по краям все становится темным, а видится только то, что находится в середине. Далее может резко онеметь руки или ноги и часть участка тела. Возможно, сильное нарушение координации движений. А знаете самое плохое, что в этом? Мы можем перетерпеть это состояние. Мы можем прилечь ненадолго, думая, что это обычное состояние. После как вас отпустило, мы идем делать дальше свои дела. А через 3 часа может так накрыть, что будет фатальный исход. А с инсультом шутить нельзя. Нужно сразу обращаться к врачу. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шансы на благоприятный исход. Есть одна очень простая техника, которую должен запомнить каждый из вас и держать у себя в голове. Даже если вы молодой и здоровый человек, наверняка у вас есть близкие люди, есть родители, дедушки и бабушки, которые находятся в группе риска по инсульту. Расскажите про эту технику всем своим близким. Техника это называется удар. Эта аббревиатура означает улыбка, движение, артикуляция и решение. Просто запомните эту технику, и ее когда-нибудь, возможно, придется использовать. Первая улыбка. Если у человека симптомы инсульта, то попросите его улыбнуться. В нормальной ситуации человек улыбается симметрично. Если у человека улыбка получается неестественной, несимметричной, то это первый верный признак. Следующее – это действие. Предложите человеку поднять обе руки одновременно и следите, насколько хороша его координация движения. Если человек не может одновременно поднять обе руки и стоять ровно, то это тоже очень верный сигнал. Дальше артикуляция. Нужно попросить человека произнести это слово артикуляция или несколько фраз. Если у него нарушена дикция и речь звучит заторможенно или просто странно, то это тоже признак. И последний пункт – это решение. Если вы обнаружили нарушение хотя бы в одном из пунктов по сравнению с нормальным состоянием, пора принимать решение и звонить в скорую помощь. Расскажите диспетчеру, какие признаки вы обнаружили. И здесь не должно быть никакого самолечения. Ни в коем случае не должно быть никакой надежды на то, что сейчас само все пройдет. Если есть какие-то симптомы, которые я сейчас описывал, тогда укладывайте человека на бок, потому что у человека может начаться рвота. Откройте окно, чтобы проветрить помещение, или была нормальная циркуляция кислорода. И ждите, пока приедет бригада скорой помощи. Либо как вариант доставить его в больницу самостоятельно. А сейчас я вам всем рекомендую поделиться этим видео со своими друзьями и близкими, потому что чем больше людей узнает, как помочь человеку в случае инсульта, тем лучше будет для нас всех. Так что отправьте это видео тому, кому вы посчитаете нужным. В какой-то момент это может оказаться очень полезным и спасти жизнь. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!